Я подъехала смотреть одно странное место, и года 2-3 назад оно не было отмечено ни на одной карте мира. Соответственно, про это место никто не знал, оно было засекречено. Но сейчас вполне реально туда попасть. Вот это место, которое на карте обозначено квадратом. Возможно, эта дорога так проходит. Я не знаю, что я там найду, но знаю только то, что оно охраняемое, и мне там нужно будет предельно тихим быть. Соответственно, перед тем, как снимать видео, я сначала пойду осмотрюсь там и позаписываю такие мини-видео, и постараюсь не попасться. Вот вход в это место. Не знаю, что меня там ждет, но судя по этому забору и то, что вокруг него колючая проволока, туда заходить запрещено, но я тихонечко проберусь, осмотрюсь там, сделаю такие небольшие ролики, чтобы понимать. Сейчас попробую как-то туда пролезть. Стремно то, что место там охраняемое. Оно хоть и заброшенное, но охраняемое. Но, не знаю, посмотрим. Я не брал с собой никакого оборудования. Чисто поснимаю на телефон, посмотрю, есть ли там что-то интересное, стоит ли создавать какой-то сюжет здесь. Ладно, пошли. Самое печальное то, что вот так по железнодорожным путям, которые уже заросли, нужно будет пройти километров 5. Этот видеоролик вообще не должен был быть, если бы не один пугающий момент, произошедший со мной. Записываю видео на случай, если со мной что-то произойдет. Какой-то охранник без предупреждения начал мне стрелять, и... Все началось с того, что мне дали засекреченные координаты интересного места для съемок. Перед тем, как начать снимать, я решил за день поехать на разведку и убедиться, что данное место существует, и смогу ли я в него попасть, дабы не напрасно проводил подготовку к видео. Место я нашел глубоко в лесу, скрытое от посторонних глаз. Это то, что мне надо было. Но все пошло совершенно не по плану. Смотрите дальше, и вы поймете, о чем я. И да, я еще живой. Видите, колючая проволока. Тут где-то. Первый заброшенный склад какой-то. Будет тут тихо. Переживаю, чтобы есть. Такое ощущение, как будто я попал в Чернобыль. Куча заброшенных зданий. Самое страшное, что в этом месте, где я сейчас нахожусь, недалеко отсюда, находится действующая психиатрическая лечебница. И там находятся тяжелобольные, поэтому оно находится глубоко в лесу, далеко от цивилизации. Именно поэтому по периметру можно увидеть вышки с охраной. Соответственно, я туда подходить не буду, потому что меня схватят за жопу. И, соответственно, я буду предельно тихим, осмотрюсь здесь, посмотрю, есть ли смысл рисковать, приходить здесь снимать видео. Пока что будет в таком формате для домашней коллекции. И вот таких военных ангаров здесь очень много. Вот, кстати, если туда по прямой пройти, вот там находится здание,
Оно огорожено воротами, и там прям очень запрещено находиться, там психиатрическая лечебница. Я в ту сторону или они на выходе? Фак. Это место начало существовать еще до Второй мировой войны. Это очень важный объект, он уникальный, атмосферный. В нем постоянно можно встретить черных археологов и вандалов. И самое главное, мало кто про него знает. Но суть видео не в этом месте, хотя должно было быть, а в том, что произошло со мной дальше. Просто берите чаек с печеньками и укрывайтесь одеялом, ведь я давненько такого волнения и страха не переживал. Просто смотрите. Достал видео из архивов. Я сейчас прямо очень-очень близко нахожусь к психиатрической лечебнице. Я туда, конечно, не пойду, я же не самоубийца. И сейчас я быстренько тут пройду, покажу вам. Вот, короче, здание, тут охранники сидят. Ну, сейчас я быстренько подсвечу. И буду убегать отсюда. Ай, блин, ничего не видно. Короче, вот здесь вот. Там охранники сидят. Проблема в том, что меня немного, походу, где-то или услышали, или заметили свет от фонаря, и они начали шуршать. Ну, короче, я думаю, сейчас я пойму, где я вообще нахожусь, и я нахожусь и буду, короче, сваливать отсюда. Твою мать, там вот туда ходит. И он там вот туда ходит. А самая проблема в том, что мне нужно, чтобы дойти к выходу, мне по-любому нужно через это здание пройти. Короче, схватит, так схватит, похрен. На втором этаже. Может, это не охранники, может, это тоже кто-то лазит. Короче, ладно, я тихонечко. Так, фонарик не буду доставать уже. Придусь. И там жестко палюсь со светом. Еще, блин, с этим светом спалят, ни хрена же не видно. Вот это осматриваю последнее здание, и
Я буду максимально отсюда быстро убегать. Тут немножко нужно пару минут пересидеть, потому что я видел какое-то движение по сторонам. И не знаю, это либо такие, как я, тоже ходят, осматриваются, ищут острых ощущений, или это действительно охрана ходит. Поэтому я сейчас быстренько все смотрю и буду, короче, уходить. Вышел. Стреляет. Его находится. Короче, нужно убираться. Короче, господи. Сразу у вас возник вопрос, что это было? Этим вопросом я задаюсь по сей день. Просто в каком-то малоизвестном месте, о котором мне сообщили на закрытых форумах, находится заброшенная военная база. А на этой же территории действующая психбольница. Сказать, что я был напуган, это ничего не сказать. Да вы и по моему лицу, я думаю, все видели. Я выбрался из здания, где меня зажали в угол, и по темному, немного в панике, не сориентировался, где оставил машину. Попал в лес и, можно сказать, заблудился. Что он так там агрессивно охраняет? Это же заброшка, да и все. На этом все только началось. Что это такое? И самая большая проблема — света не включишь, спалят. Я ни хера не вижу, как отсюда выходить. Вроде больше его не вижу.
Отстал. Он стреляет. Вот это без света не видно. Это. Короче, я тут пережду. Чешься. Идет сюда. Ситуация проблемная. Я со светом боюсь ходить, потому что меня спалят. Особенно этот маньяк, который бежал. Я не знаю, что они тут так агрессивно охраняют. Может, эту психбольницу, которая тут рядом находится. Ну, блин, почему сразу стрелять? Короче, у меня сейчас дикая паника. И я пытаюсь хотя бы по темну выйти, но, возможно, это не получится, особенно без света. Потому что здесь, куда бы я ни пошел, тупо, блин, колючая проволока, и я не могу вообще выйти с этой территории. Что тут так агрессивно охраняет, я не знаю. Получается, я, скорее всего, сейчас зайду в этот ангар и там пересижу, дождусь утра. Кто-то есть. Твою мать. Дайте мне шубу. Такая вот ситуация произошла, и я не могу двигаться. Скорее всего, я в этом ангаре, в котором сейчас нахожусь, проведу ночь, потому что свет меня видно за километр, а ориентироваться по темну в лесу это невозможно. Да и спалюсь. Поэтому я надеюсь, все будет хорошо, но мне придется все равно ждать утра. Я впервые испытываю дикий страх. И не знаю, что дальше будет. Я надеюсь, все будет хорошо. Какой-то ублюдок стрелял. Сердце бьется просто. Жесть. Я никогда так не было страшно. Нормально, блин. Вылазочка получилась. На заброшку. Не снял бы видео, никто бы не поверил. Солнце взошло. Я сейчас буду перебираться, попытаюсь выбраться незамеченным. Потому что по темну, конечно, было бы это нереально. Поэтому пришлось где-то здесь пробыть 5 часов. Я надеюсь, охранник уже свалил. И меня на выходе сюрпризы больше не ожидают. Я, правда, боялся даже двигаться в этом месте. Так было стрёмно. Так, вроде никого нет. Это ж меня угораздило сюда попасть. Так, ладно, поехали. Тут страшно, что даже звуки шагов своих не можешь скрыть.
найду приключения на жопу там, где и не должен был найти. Повторюсь, контент сам меня находит, а сколько всего еще происходящего со мной было не снято на камеру. Сюжетов из моей жизни можно насобирать тысячи. Главное, чтобы вам нравилось все, что происходит со мной. Если это так, лайк ставим и подписываемся на канал. Не забываем. Также, если бы вы хотели, чтобы я рискнул и вернулся в это место со всем оборудованием для детального исследования, что там так яростно охраняют, что скрывают, обязательно сообщите об этом в комментариях под видео. С вами был Паша Чезе. Берегите себя, только не так, как я. Пока.